Всем привет! Спасибо, что вы остаетесь с нами. Моя сестричка попросила записать видео о том, как стричь себя дома. Техники, как подстричь себя саму. Но так как я не так давно себя подстригала, поэтому я не хочу больше еще убирать длину. Поэтому сегодня видео хочу записать о том, как же стричь челку в домашних условиях. Как же добиться желаемого результата без фиаско. Наверняка каждая из нас имела опыт с челкой. Со своей стороны скажу, что это не всегда позитивный опыт. Тем не менее, мы учимся на своих ошибках. Вот. И челка не бывает красивая, либо некрасивая. Нужно найти свою челку. Челка — это завершение образа, и челка может как создать образ, так его и похоронить. Вот, я думаю, что к челке нужно подходить ответственно. Вот, еще скажу, что челку может подстричь любой себе. То есть в данной ситуации, в условиях карантина, это невозможно пойти в салон и подстричь себе челку. И как вы все видели вот эту картинку, гуляющую в интернете, о том, как мы стрижем челку дома, ожидание и реальность, очень, как видите, актуальная тема на сегодняшний день. Вот. Челку можно подстричь дома, и, кстати, не факт, что если вы пойдете в салон, что вам ее не испортит. Челка — это метод проб и ничего больше. В сегодняшнем видео я расскажу секреты, поделюсь своим опытом, как же сделать челку, чтобы она выглядела прикольно и носибельно. Вот, и также я расскажу, что же делать, если все-таки беда случилась и челка выглядит не так, как вам бы хотелось бы. Ну что, поехали. Первый мой совет будет такой. Я стригу волосы всегда, челку я стригу челку на сухие волосы. Объясню почему. Потому что если мы говорим о прямой ровной челке, то если мокрые волосы, то это одна длина. Когда волосы высыхают, то она поднимается на сантиметр-полтора вверх. То есть мы не хотим вот этого результата. Если вы хотите стричь челку, то лучше всего делать на сухие, чистые, высушенные волосы. Тогда не будет неприятностей с длиной. Вот. Второй мой совет по поводу челки. Если у вас никогда не было челки, либо вы когда-то у вас была челка, и она уже давно отросла, то есть у вас заново создаете свой образ, лучше начать с челки подлиннее. То есть я говорю о том, что если вы хотите челку ровную, вот, допустим, вот длина сидит на бровях, да, вот, я бы, например, сделала бы челку вот такой длины. Объясню, что я имею в виду. И не говорю обстричь вот так вот и носить вот так, как шторы, нет. Я говорю о том, что челку сделать идущую отсюда, плавно уходящую в основную длину волос. Объясню почему. Потому что если у вас никогда не было челки, это идеальный вариант увидеть себя с челкой. То есть то, что челка — это перемена. И если обстричь ее сразу, вот так вот, да, то это будет очень большая перемена, и это может, опять же, это может превратиться в негативный опыт, и просто вы можете перестать хотеть носить челку, хотя она вам идет. То есть видеть себя новую — это не всегда, ну, то есть это непривычно. Вот. А такая челка дает возможность увидеть, как вы будете выглядеть с челкой, но если вам вдруг не понравится, вы не понравите себе в зеркале, эту челку можно отрастить безболезненно. То есть ее просто вы оставляете, и она себе спокойненько отрастает. Вот. А если же вы полюбили свой образ, вам нравится ваша челка, вы понимаете, что это то, что вы искали, это то, что вам нужно, вы просто ее подрезаете под длину, которую вы хотите. То есть длину всегда можно укоротить, а когда короткая челка, конечно, ты не сделаешь ее никак длиннее, ты только просто будешь ждать, пока она отрастет. Вот.
И на своем примере я хочу сегодня показать, как я стригу свою челку, как я делаю вот эту вот длинную челку, о которой я сказала. То есть волосы у меня сухие, как вы видите. Вот, я делаю примерно, то есть у меня как такового пробора у меня нет. То есть я ношу челку либо на тот пробор. То есть, как бы, я делаю сейчас пробор посередине, чтобы добиться максимально ровненького результата по обеим сторонам. Вот, мы расчесываем волосы. Видите, у меня уже эта челка есть, просто я хочу ее сделать покороче. Вот, более такой явный, чтобы было видно. Вот, ко мне приходят стричься мои клиентки, да, и они говорят мне: ой, я себе челку подстригла, посмотри, какой ужас. Я говорю: блин, почему ужас? Говорю, прикольно подстригла. Почему? Я, например, за то, чтобы люди экспериментировали, потому что люди учатся на своих ошибках, как бы, и я это вообще не называю ошибками, потому что, это эксперимент, это не ошибка, это то, как мы учимся. Не знаю, я так учусь, по крайней мере. Вот, мы берем волос и оттягиваем его, так, довольно-таки хорошо оттягиваем. Вот, 45, я делаю угол 45 градусов. Вот, сейчас покажу так лучше. Вот, 45 градусов, да? Вот, я беру свои ножнички. И вот таким движением, то есть как бы я не режу, я не врезаюсь ножницами, я ними просто скольжу по волосам. То есть я скольжу ножницами и убираю медленно руку. То есть вот. Сейчас покажу еще раз. То есть я по чуть-чуть отпускаю. То есть нужно проходиться несколько раз, чтобы добиться вот этого результата. Опять же, мы соблюдаем угол 45 градусов. Запутаться. Так, вы видите, да, немножко начинает вырисовываться вот эта линия. То есть, как бы, и, конечно же, нам нужно эту челку плавненько перевести в основную длину волос. То есть, опять же, я оттягиваю это все дело и обрезаю. Вот, видите, да? То есть я скольжу по волосам, я не врезаюсь. Я не врезаюсь в волосы, то есть я просто провожу лезвием. Ножнички должны быть остренькие. Вот, и это нужно делать осторожно и аккуратненько. Вот, вы видите, да? Вот, вырисовывается уже вот эта вот линия. Теперь мы приступаем к второй стороне. Вторая сторона немножко сложнее дается мне, но стараюсь. Опять же, не пытайтесь это все сделать за один раз. Нужно пройтись несколько раз. По одной и той же, по одному и тому же пучку волос, как бы, поэтому не старайтесь сразу же зацепить много волос.
как бы мы не хотим добиться эффекта рваности. Нам нужно плавненький переход. Вот, обязательно каждый раз расчесывайте волосы, чтобы видеть картинку. Обязательно проверяем, все ли у нас ровненько. Вот, теперь я пытаюсь это все дело с остальной длиной, чтобы у нас было все логично, чтобы это все было логично. Сейчас я покажу, что я имею в виду. Вот. Вот о такой челке я вам и говорила. То есть челка как бы есть, но ее как бы и нет. Как бы и это очень... Мне комфортно с этой челкой, насколько я люблю прямую челку, но из-за того, что волос у меня вьется и у меня вихрь, как бы это не... Ну, мне надо постоянно укладывать ее, а если немножко где-то влажность, мне сразу она закручивается. Вот. Как бы я делала это все на прямой пробор, но, как я сказала, пробора у меня нет. Поэтому я, как правило, это делаю вот так все дело. Вот, и оно очень прикольно падает такими вот такими каскадиками падает. Так же самое можно сделать на другую сторону. Вот. Таким образом мы создаем объем, если объема нет. Вот. И это смотрится очень прикольно и в то же время ну, просто и прикольно. Вот, как бы вот такой вот маленький лайфхак от меня. Вот. Ну и переходим плавненько к теме. Что же делать, если все-таки провалился план челка? Вот, опять же, если мы говорим о челке, которая, ну, скажем так, слишком короткая, да, я говорю о тех методиках, когда люди стригут челку триммером. Юлька, если ты смотришь это видео, это о тебе. Вот, да, моя подружка подстригла себе челку триммером, да, подровняла, и она забыла о том, что триммер до сих пор включен, и, в общем, в разговоре она себе эту челку, в общем, вот так остались такие торчащие усики просто. Как бы, ну, в таком случае, как бы, конечно, чуда, ну, не может быть, потому что, ну, пардон, это фиаско, да, но здесь ничего не сделаешь, как бы, ну, такие ситуации бывают, да, и, ну, я думаю, в такой ситуации, наверное, поможет, не знаю, вы можете носить какую-нибудь повязку на голову, либо же есть такие челки, которые на клипсах, на таких вот, они так цепляются, да, вот они ровненькие, просто челки. Но опять же, это нужно угадывать с цветом, как бы это, ну, это сложно. Второй момент, мы когда стрижем челку, да, и мы видим какие-то, допустим, какие-то неточности в ней, это видим только мы. То есть порой другому человеку это абсолютно не видно. Вот это видно только вам. То есть вы все думаете, что смотрят на вашу челку. Нет. Ну, это женская натура. Мы любим преувеличивать. С этим ничего не поделаешь. Вот, если мы говорим о прямой челке, да, и, допустим, если у вас ну, одна сторона выше,
мало ли, вихрь, либо вы резанули случайно, да, не пытайтесь обстригать вторую сторону и выравнивать эти стороны. Потому что, как правило, если мы это делаем, мы как вот этот перфекционизм, то есть мы добиваемся того, что челка просто она вот такая, ну как крыша, как я раньше, как я в начале видео говорила. То есть вот этого я бы не делала, я бы смягчила челку, допустим, вот, допустим, это ваша челка, да, вот так вот ее подстригли, вот, ну чуть-чуть, допустим, неровно, да, вот, и я бы вот такими кусачими движениями я бы ее смягчила. Вот, я бы ее проредила. Таким образом я бы смягчила немножко линию. То есть линия не была бы такой ровненькой, да, как бы, и не видно было бы вот этого перехода. То есть я бы проредила бы ее. Тем самым, ну вот, поносила бы вот в такой кисточный вариант, вот поносила бы до вот того момента, пока бы не отрос бы тот кусочек. Вот, и хотелось бы еще добавить, что не бойтесь экспериментировать. То есть, как я сказала ранее, что не факт, что если вы пойдете в парикмахерскую, вам не испортят челку, ее могут испортить в парикмахерской. То есть, как бы, не бойтесь, экспериментируйте, потому что через эксперименты мы достигаем того идеального образа, который мы хотим. Вот через эксперименты мы достигаем вот той картинки, которая нам нравится в зеркале. Вот, и иногда, ну, я даже могу сказать по своему опыту, иногда в экспериментах именно рождаются те образы, которые, ну, клиент говорит: вау, вот класс, вот я это хотела, хотя изначально человек пришел не за этим. То есть, как бы, все эксперименты, и, ну, мы не боги, мы не знаем, как будет выглядеть человек вот с этой или с этой прической, да, то есть это все нужно пробовать, экспериментировать, и волосы не зубы, волосы отрастут. Как бы я надеюсь, что карантин скоро ослабят, и что откроют границы, и что у нас все наладится. И берегите свои волосы, не бойтесь экспериментировать. Всего хорошего. Я надеюсь, вам понравилось мое видео. Если вам понравилось, оставляйте комментарии внизу и подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего, хорошего вам дня.